Вы выполнили поставленную задачу. Выполнили на отлично. Я поздравляю вас с выполнением этой задачи. Желаю вам хорошего здоровья, долгих лет жизни. Это Самойлов. Все вы награждаетесь премией в 800 рублей. Спасибо, лейтенант. Служу в Советском Союзе. Спасибо. 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 Служу в Советском Союзе. Спасибо. 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 А Сорокин где? 800 рублей это 1000 долларов. 0,63 рубля 1 доллар стоит. Так что 800 рублей это значительная сумма. Особо работал в условиях сложных, когда еще дозиметрическая обстановка была неизвестна. Как правило, вот эти бойцы, которые участвовали в очистке крыши, они ехали домой после этого награждения. Все ребята будете представлены к правительственным наградам. Товарищи курсанты, вам сегодня Курсанты. поручено было завершить работы, которые начали ваши братья, можно сказать, по оружию, солдаты советской армии. С Львовского и из Харьковского пожарно-технических училищ. Это молодые ребята. Чуть-чуть смещаетесь, если вы поднимаетесь на вторую площадку. Здесь немножко обрушено. Вот вам нужно удалять вот этот графит, черный как уголь, отсюда в развал реактора. Вот тут у нас произошел взрыв, вы сбрасываете сюда. Понятно? А потом стараться трубки удалить. Да, стараться удалить трубки. Да, это были молодые ребята, которым было около 20 лет. И на Чернобыльскую АЭС они ехали с большим энтузиазмом и большим желанием работать здесь. Удалять вот этот графит, черный как уголь. Ну и вдобавок ко всему, эти люди прошли военную подготовку, присягу приняли. Понятно? Кроме того, они имеют определенные профессиональные знания, ну и имеют навыки работы в пожарных частях. А потом уже будете работать лопатами. Смотрите по телевизору сюда. Конечно, нежелательно их присутствие, но исключительно на принципе добровольности они вот участвовали в очистке этих трубок. Давай ребятам толкатели, дай вот это алюминием. Я могу дать. Да не могу, это надо занести. Тогда наоборот, многие плакали В этой зоне. из-за того, что не всех же брали в Чернобыль. Сюда, вот отсюда они... Особенно первое время. Давай мы это. А тут рукава пожарные висят, да? Да, вот из этого отверстия вас выводной офицер здесь проведет. Это Галущак инструктирует их. Вот сюда, и за угол здания забежите, вот сюда вот. Там подниметесь по мосткам на крышу трубы. И вот подбежите к лестнице обслуживания. Понятно? Так. По лестнице обслуживания подниметесь. Первая площадка. Видите, в этот люк войдете. Потом сместитесь. Их, наверное, было в пределах сотни. Тут вторая лестница обслуживания. По ней забираетесь. Видите, да? И вот ваша площадка работает. Там уже ее не видим, что там на ней есть. Там вы увидите. Так, вот мы лезем так. Да. Ну, бросать нужно будет вот сюда. Совершенно верно. Вот это вот обрывы. Да, вот эти. да. В яму. Смотрите, ребята, здесь есть, вот тут вот, есть дыра в площадке. Смотрите, не оступитесь. Дальше, значит, там перила ограждения повреждены. Вот к этим перилам ограждения вы подталкиваете вот этим вот толкателем, скребком. Вот. Теперь, как только вы подниметесь на лестницу, не торопитесь сразу кидаться на работу. Зайдите за трубу в восточную часть и отдышитесь. Вот сюда вот. Да, вот сюда зайдите, отдышитесь. Буквально. Со стороны озера. Со стороны озера. Отдохните 30 секунд, минуту отдохните. Уже больше потом сделаешь. Да, наладите дыхание и потом пошли сюда, где максимальное количество графита. Кидать как можно дальше в завал, это там, где вы можете взять и подойти, не боясь к перилам. По работам, Уже там, где перила, но они не больше 40-50 секунд, может быть, 1 минуту работали в этих полях. Что делать? Хорошо. У кого нож есть, здесь были офицеры. Хорошо, идем. 10 трубок. Сколько? 10 трубок было, да? Да,
И там еще околотрубные, такие как полусферы. Ну, как Дозиметры проверить. Так, у нас кто с грамотами там стоит там? У них здесь никого нет из политработников. Да нет, У них нет, но я же сказал начальнику штаба, чтобы принесли сюда грамоты. Да, конечно, Дело в том, что вот эти вот дозиметры, их же с 10 рентген в час, у них наиболее точные показания. Проверяли их, дозиметры эти исследовали и пришли к такому выводу, что после 10 рентген они показывают достаточно точно. Тоже им дозовая нагрузка планировалась в пределах 15 БР, 15-20 БР, не более. Любой шаг превышения расследовался и ни в коем случае не допускалось. Применялись только прям показывающие дозиметры. Да, тогда мы сделаем. Так, внимание, товарищи бойцы, поняли? Поднимайтесь на вторую площадку и продолжайте так, как инструктор. Ну что там? Есть одна лопата. Далеко она лежит? На вторую площадку одну лопату надо. Потому что Все, вот лопата есть. есть одна на второй площадке. Ну, 20. Все, за мной, товарищи. Так, ребята, сразу в первую очередь трубки сбросите, обстановка сразу станет лучше. И старайтесь как можно дальше в завал, чтобы на площадку не падало на них. Очищали они тогда площадки обслуживания этой трубы. Ну, пойдем. И, Подожди, сейчас Юрченко придет. к сожалению, тогда они сбрасывали вниз эти продукты, загрязняющие трубу. Надо было сбрасывать их в реактор. Но не все догадывались в реакторы, а многие терялись, многие сбрасывали то, что на площадках было вниз. Курсант Кушков. За выполнение ответственного задания награждаетесь почетной грамотой. Желаю вам доброго здоровья, благополучия и стать достойным офицером войск МВД. Курсант Горбенко. Она и сейчас в основном сохранилась у многих ветеранов. В частности, вот у меня есть такая грамота. Тоже я ее ценю. Эта грамота я награжден был по решению командования Советской армии. Сержант Фролов. Но это видно, что молодые ребята. Товарищ Фролов, вы награждаетесь за выполнение ответственного задания почетной грамоты и денежной премии. Курсант Широкий. Поздравляю вас за выполнение ответственного задания. Как первый разведчик, который вчера доложил обстановку, награждаю вас почетной грамотой и денежной премией, которая вам была объявлена. Здоровья и благополучия. Стать генералом вам.